Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом опыте кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбая Уразбакова написан пятитомный роман в прозе Манас на кыргызском языке. Затем я перевел это свое произведение на русский язык, и оба этих варианта выставлены для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. И кто желает, тот может приобрести там эти мои произведения. Продолжая свою работу по популяризации эпоса Манас, я сейчас работаю над второй частью трилогии Манас «Семитея». Мною закончен первый том данного романа «Семитей». Сейчас идет работа над вторым томом. Это все, что я хотел вкратце рассказать о своей книге. Ну а теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Шорук, на пальцах которого красовали золотые кольца, украшенные драгоценными камнями, испугавшись грозного вида богатыря, тут же встал на колени перед ним. «Прости меня, богатырь», — произнес дрожащим голосом хан. «Не зная, кто ты, я стал твоим врагом. Пощади меня. Мой народ оказался в тяжелом положении. По неведению я поднял бучу, начал войну с тобой, из-за чего погибло немало моих подданных. Это верно. Я возгордился, желая уничтожить тебя, взяв с собой армию 300 тысяч человек, я напал на Алая. Проиграв битву, я вынужден молить тебя о пощаде. Ты принял меня за слабого соперника? Да, признался Шорук. Я решил, что ты слабак, и напал на тебя. В результате напоролся на льва и потерял рассудок. Лучше бы мне провалиться сквозь землю, чем сражаться с тобой. Я 34 дня задержался в Мургапе и прошел через его ущелье Кубок. Теперь моя горе больше, чем горы Алатон. Я не умер только от того, что моя смерть не наступила. Прошу тебя прощения за свою подлость. Понятно, ответил Манас. Тебе есть еще что сказать? Да, богатырь. Прося пощады для народа, я привез тебе в дар свою дочку. Прими ее, пожалей нас, богатырь. С мольбой посмотрел на него Шорук. А если не оставлю в живых твой народ, что ты сделаешь? Сурово спросил Манас. От услышанного Шорук смертельно побледнел. Спаси меня, Бог, подумал хан, у которого душа ушла в пятки. У богатыря Манаса испортилось настроение. Видимо, он не собирается мириться со мной. Наверное, Манас рассердился, что я напал на Акбалту и разгромил его народ. Хотя я предложил ему дочку, Манас явно не намерен прощать меня, что свидетельствует о том, что он в ярости. От его гнева нас теперь может спасти только Бог. Что я могу тогда сделать, богатырь? Горестно вздохнул Шорук. Ты победитель, поэтому сам решай, как с нами поступить. Если хочешь, пощади нас. Если нет, убей всех. В случае, если ты рассвирепеешь, то наверняка заставишь мой народ горько рыдать.
выгонишь их с родных мест, уничтожишь мой город. И сейчас крошечная сам была, не уцелел от такого льва, как ты, который никогда не лжет. Ты правильно оценил свое положение, мстительно улыбнулся Манас. Все в твоей воле, пощадить нас или уничтожить, ответил хан, позеленев от страха. Но я много слышал, что ты очень щедрый, великодушный человек. Прояви эти бесценные качества и оставь живых мой народ, богатырь. Пожалей моих подданных. При виде Шорока, проливающего горькие слезы, громко рыдающего, Манас растерялся. Что теперь делать? Подумал богатырь. Может, стоит отомстить Шороку за гибель односельчан Ахбалты, их разграбленное имущество и угнанный скот? Или наоборот, принять его дочь, помириться с таджиками? Манас посмотрел на Бакая, хмуро стоявшего рядом с ним. Посмотри на брата, подумал богатырь. По его виду ясно, что он разозлен словами Шорока. Правильно, Шорок подлец. Хотя никто его не трогал, не нападал. Он сам набросился на нас. А теперь предлагает нам подарки, подсовывает дочь в надежде спасти жизнь. Брат, со смехом обратился Манас к Бакаю. Кажется, обстановка изменилась. Мы намеревались полностью истребить таджиков за то, что они напали на Ахбалту. А Шорок предлагает нам дочь в подарок. Что теперь будем делать? Что за чушь болтает Манас? Разозлился про себя Бакай, которому очень не понравился его смех. Разве он не понимает, что Шорок все это делает для того, чтобы обмануть нас? Зачем нужно жалеть этого подлеца, который оставил стольких женщин вдовами, детей сиротами и полностью разграбил их имущество? Самое печальное, что Шорок беспричинно напал на нас, хотя мы ему ничего плохого не сделали. Такого врага не стоит жалеть. У нашего народа есть поговорка: глаза, из которого однажды потекли слезы, они будут идти вновь и вновь. Сейчас Шорок проявил враждебность. В следующий раз, когда появится удобный момент, он может снова напасть на нас. Кто может дать гарантию, что Шорок станет настоящим другом? Никто. Не смея открыто высказать мысли, Бакай угрюмо посмотрел на Манаса. Сам решай, что делать, богатырь, буркнул он. Поняв, что он хочет наказания для таджиков, Манас прекратил смех, серьезно посмотрел на Бакая. Брат, степенно произнес он, я прекрасно понимаю, что вы разозлились на меня, но на этот раз отдайте мне свой гнев, успокойтесь. К вам пришел хан. Убедите его в дальнейшем вести себя подобающим образом. Если будем живы, то подружимся с ним и заработаем еще немало добра. Зачем нужно жалеть врага? Недовольно нахмурился Бакай. Вы сами говорили, когда погиб хан Дубуро, что голова хана – это мост, и не стоит перешагивать через него. Шорок такой же хан, как и Дубуро. Он пришел с повинной головой
и молит о пощаде. Шорох принес нам в подарок 600 быков, 31 красавицу и 40 верблюдов, нагруженных разным добром. Шорох принес все это тебе. Причем тут я? Нет, вы мой старший брат, расхохотался снова монах. Меня покарает Бог, если я что-то сделаю без вашего позволения. Поэтому возьмите одну из девушек, успокойтесь. Понял, что монах собирается удовлетворить просьбу Шороха, пока печально покачал головой. Брат, горестно подумал он, ты проявляешь такое же великодушие, как и раньше. При этом забываешь нашу поговорку. Если кто-то пожалеет врага, в будущем получит смертельную рану, а его жена и дети останутся в печали. Если хочешь, можешь оставить живых таджиков, но тебе необходимо повесить Шороха на виселице. Во-первых, в этом случае ты избавишься от опасного врага. Во-вторых, напугаешь народ, сломаешь его дух. Не учитывая этого, мой неразумный брат хочет породниться с таджиками. Что я могу сказать? С горечью произнес Бакай. Ты наш повелитель, и мы обязаны исполнять твои указания. В таком случае велите войскам остановить грабеж и насилие, с улыбкой произнес монах. Слушаюсь, ответил Бакай, не переставая в душе удивляться великодушию богатыря. Он отдал соответствующее распоряжение воинам. Придя с Шорохом в его дворец и увидев внешность подаренных девушек, монах был поражен. Оказывается, девушки Шороха очень красивы. С восхищением подумал он. Все они, как на подбор, чернобровые, черноглазые красавицы с длинными ресницами. Кто женится на них, останется довольным. Я не хочу причинять им боль. По их внешнему виду ясно, что девушки поневоле подчинились Шороху. Наверняка у них есть возлюбленные, с которыми они намеревались прожить долгую, счастливую жизнь. Я же совершаю над ними насилие и разрушаю их мечты, чаяния. Ничего не поделаешь, такова участь побежденных. Но, чтобы не быть перед Богом еще большим грешником, я дам девушкам возможность самим выбрать свою судьбу. Поэтому, неожиданно для многих, монах поступил необычным образом. И эти девушки, возлюбленные чада своих родителей, сказал он, чтобы они всю жизнь не жалели о том, что могли бы построить жизнь с другими, пускай они сами выберут, за кого выйдут замуж. Шорох, услышав, что девушкам предоставляется возможность выбрать женихов, не поверил своим ушам. Что такое монах говорит? Поразился он. Почему он дает нашим девушкам такую свободу? Обычно победители так не поступают. Они сами распоряжаются судьбами пленных девушек. Если хотят, то женятся на них. Если нет, поиздеваются над ними и бросает их на произвол судьбы. А монах оказывает девушкам такую честь. Правы были те, кто откликался о нем как об очень щедром, великодушном человеке. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.